Первая неделя сентября для крипторынка прошла максимально спокойно, ведь биткоин, эфир и десятки других популярных монет просто консолидировались в узких торговых диапазонах. Активность на рынке снизилась, а торговые объемы упали. И это все не просто так. Ведь сейчас инвесторы готовятся к важным событиям этой недели, потому что в ближайшее время мы получим отчеты по рынку труда в США, статистику производственного сектора, потребительские настроения в Америке, ну и вишенкой на этом экономическом торте станет тот самый ИПЦ. Этот отчет покажет уровень инфляции за август. И вы только посмотрите на эти прогнозы. По официальным предварительным данным, ИПЦ может составить целых 2,9%, а это на секундочку самый высокий уровень, начиная с февраля. Конечно же, есть причина, по которой ожидается рост инфляции, и это те самые тарифы Трампа. Да, как бы Трамп и его администрация не говорили, что пошлины не оказывают никакого эффекта на инфляцию, это совсем не так. Ведь сейчас нет других катализаторов, которые могли бы вызвать рост цен. Инфляция – это злейший враг для рискованных активов, в том числе и для биткоина, потому что при высокой инфляции ставки ФРС остаются также на высоком уровне, что снижает приток ликвидности в рынок. Но обратите внимание, как сильно изменились настроения инвесторов после того, как 5 сентября безработица в США выросла до уровня 2,3%. После этого сразу же появились разговоры о снижении процентной ставки в сентябре на целых 0,5%, что помогло биткоину закрепиться выше уровня 110 тысяч. Тем временем на Уолл-стрит уверены, что ФРС сделает понижение на 0,5%, даже если ИПЦ превысит уровень 2,9%. Таким образом, рынок замер в ожидании ИПЦ 11 числа, который вместе с заседанием ФРС 17 сентября разделит месяц до и после. Поэтому сегодня я не только отвечу на вопрос, чего ждать от ИПЦ, но и разберу другие важные данные, чтобы у вас был прогноз на эту и частично на следующую неделю, в преддверии встречи ФРС. Как всегда, я проведу анализ биткоина с ключевыми диапазонами спроса и предложения, за которыми стоит следить. Объясню, почему за 30 дней киты продали 115 тысяч биткоинов, посмотрим, какие три сигнала указывают на масштабный разворот рынка уже в конце месяца, и обсудим, какие краткосрочные прогнозы дают большие финансовые компании, а также популярные аналитики. Это видео в стиле вашей любимой рубрики «Прогноз на неделю». Конечно, я не успел его выпустить в понедельник, но в будущем буду стараться выпускать его пораньше. И для этого попрошу вас поставить видео лайк, ведь ваша поддержка безумно важна, а также не забывайте оставлять комментарии. Я стараюсь отвечать всем. И плюс к этому за комментарий можно получить $10. Сегодня они достаются этому пользователю. И дополнительно $10 мы отправляем за подписку на наш телеграм-канал. Так что за лайки и за комментарии заранее всем спасибо. И давайте приступать к разбору важных событий. А перед тем, как мы начнем, хотел бы вам рассказать об авторском телеграм-канале, который ведет Дмитрий Котов. Дмитрий – отец и трейдер с 3-летним опытом работы. Он шортит мемы и другие монеты по своей специальной стратегии. И на этом строит капитал вместе с подписчиками. С помощью специальных софтов он отслеживает резкие пампы монет и 11 индикаторов на биржах, которые сигнализируют о близком развороте рынка. Сейчас он проводит масштабный личный челлендж по увеличению депозита с $500 до 10 тысяч и показывает каждую сделку публично перед тысячами своих подписчиков. Прошлый такой челлендж Дмитрий закончил за 63 сделки в течение 2 месяцев и дошел до $18 тысяч с минимальным депозитом. На полученную прибыль он приобрел 2 премиальных авто. Если он потерпит неудачу, то разыграет свой корвет за $150 тысяч среди зрителей. И кстати, обзоры, сделки по биткоину и эфиру в канале также есть. Публичный челлендж по увеличению депозита уже идет, и сегодня там будет опубликована новая сделка. Поэтому все, кому интересно, переходите, подписывайтесь, ведь ссылка на канал есть в описании под этим видео. Самым главным событием этой недели станет публикация данных по ИПЦ, которая покажет уровень инфляции за август. Давайте разберемся, к чему нам стоит готовиться. Итак, на сегодняшний день ожидается, что ИПЦ 11 числа составит 2,9%, что на 0,2% выше, чем в прошлом месяце. Если данные реально пробьют этот уровень, то инфляция вернется к значениям января этого года. Но пробьет ли инфляция уровень 2,9% или может быть она пойдет даже выше? На самом деле здесь нужно понимать, почему растет инфляция. А причина одна – это тарифы Трампа. Они реально подталкивают инфляцию вверх. Но как это работает? Очень просто. Компании не хотят терять прибыль и перекладывают новые издержки на покупателей. В итоге товары становятся дороже, и мы это уже видим и в статистике, и в официальных индексах CPI, и даже в вопросах компаний. ФРС прямо говорит, тарифы создают инфляционные риски и бьют по потребительской активности. Экономисты также отмечают, что это реальные расходы для бизнеса и обычных людей. Сейчас влияние считается умеренным, но чем дольше будут действовать тарифы, тем сильнее это будет стимулировать рост ИПЦ. Поэтому вероятность того, что 11 числа отчет составит 2,9%, конечно же есть. Но отразится ли это на решении ФРС уже на следующей неделе? И тут на самом деле все гораздо интереснее. Сейчас начинают закладывать в ценный сценарий, что уже на ближайшем заседании могут снизить ставку сразу на 50 базисных пунктов. Пока вероятность этого невысокая, почти 12% по данным СМИ. Но сам факт, что такой сценарий начали учитывать, уже говорит о многом. Главный драйвер – это свежие данные по занятости. В августе экономика США создала всего 22 тысячи рабочих мест, вместо ожидавшихся 75 тысяч. А безработица выросла до уровня 4,3%, а это почти максимум за последние 4 года. Такой сигнал показывает, что рынок труда ослабевает, и ФРС придется реагировать. Сам Пауло Джексон Холл намекнул, что если ситуация продолжит ухудшаться, без
без снижения ставки не обойтись. Но есть и второй фактор – это инфляция. У ФРС двойной мандат. С одной стороны рынок труда, с другой стабильные цены. 10 и 11 сентября выйдут данные по индексам цен производителей и потребительских цен. Если они покажут, что инфляция остается под контролем, то вероятность снижения ставки на встрече 17 сентября может резко вырасти. Интересно то, что часть председателей ФРС раньше говорила, они осторожно подходят к снижению ставок из-за тарифов Трампа, которые создают риск инфляции. Но если инфляция окажется стабильной, а рынок труда продолжит ослабевать, у ФРС по факту не останется аргументов, чтобы тянуть дальше. Кстати, вот что еще по этому поводу считают аналитики из финансовой корпорации Standard Chartered. Банк считает, что на ближайшем заседании ФРС может снизить ставку сразу на 50 базисных пунктов. Это вдвое больше, чем ожидали раньше. Причина проста – слабый отчет по рынку труда в августе. Создано минимальное количество рабочих мест за последние 4 года, а безработица выросла до уровня 4,3%. Аналитики сравнивают ситуацию с прошлым годом, когда ФРС уже делала такой же шаг при похожих условиях. По их словам, рынок труда буквально за 1,5 месяца перешел от стабильного к слабому, и теперь нужна решительная реакция, чтобы экономика не просела еще сильнее. Но единого мнения у банков нет. Берклey и Bank of America ждут более плавного снижения ставок, а Morgan Stanley и Deutsche Bank сомневаются, что ФРС сразу пойдет на 0,5%. И у меня также есть такие сомнения. При этом все сходятся в одном. Смягчение денежно-кредитной политики теперь уже не просто разговоры, а реальный сценарий. Сам Паул тоже признал, риски для рынка труда растут, хотя инфляция еще остается выше целевых уровней. Если ставку понизят, целевой диапазон упадет до 4 и 4,25%. И тут выигрывают именно рискованные активы, в том числе и криптовалюта. Дешевые деньги всегда подталкивают спрос на биткоин и альткоины. Интересно, что даже сами чиновники ФРС стали открыто говорить о снижении. Кристофер Уоллер сказал CNBC, что пора действовать уже на следующей встрече, и намекнул на серию снижений в течение полугода. Мишель Боуман также призвала коллег поддерживать рынок труда и предупредила, если тянуть, то экономика может пострадать еще сильнее. Понятно, что у Пауэлла немного другая политика, и она отличается от тех чиновников ФРС, которые яро поддерживают Трампа. И получается, если Пауэлл не снизил ставку на 0,5%, когда инфляция была 2,4%, то максимум, что он может сделать, так это понижение на 0,25%. И только из-за того, что безработица показывает рост. Сейчас рынок пытается держаться на ожиданиях снижения на 0,5%. Но если его не произойдет, а вероятность этого высокая, то даже такая положительная новость в виде снижения на 0,25% не сможет запустить активный памп, ведь рынок уже закладывает такое решение ФРС наперед. Но кроме ИПЦ есть и другие важные отчеты на этой неделе. Во-первых, 11 сентября выйдет ежемесячный отчет от ОПЕК. Он всегда влияет на мировые цены на нефть, а также газ, а значит и на инфляционные ожидания. Если в отчете будут намеки на сокращение добычи, это может подтолкнуть цены на энергоносители вверх. Во-вторых, 12 сентября в США опубликуют данные по потребительским настроениям, инфляционным ожиданиям. Этот опрос показывает, как американцы смотрят на будущее экономики, ждут ли роста цен и насколько уверенно себя чувствуют. Там будет индекс настроений и отдельный показатель по инфляционным ожиданиям. Такие данные часто создают тон рынкам, от фондового до криптовалютного. Если потребители ожидают рост цен, то это может снова усилить давление на ФРС, а значит и на биткоин. Если что, все эти отчеты оперативно будут публиковаться у нас в телеграм-канале, где сейчас проходит большая акция, согласно которой вы можете получить $150 для торговли от нашего официального партнера биржи BitGet. Также в Telegram ежедневно публикуются актуальные новости. И нет никакого спама, только важная информация, так что обязательно подпишитесь. Но пока все ждут снижения процентной ставки, биткоин не показывает заметного роста. Вместо этого падают объемы торгов, и аналитики называют это тревожным сигналом. Аналитик CryptoQuant объясняет, на бычьем рынке часто бывает так, что именно рост объемов на фьючерсах указывает на дно или на фазу консолидации. Когда много денег заходит через рыночные покупки, это означает, что инвесторы ставят на рост. Исторически такие всплески объемов сопровождали восходящее движение биткоина. Но сейчас мы видим другую картину. Биткоин обновляет максимум, а объемы фьючерсов не растут. Это можно сравнить с концом 2021 года, когда рынок также выглядел перегретым. Объем это то, на что стоит смотреть в первую очередь, а не только на настроение трейдеров. С 2020 года каждый сильный рост биткоина сопровождается всплеском торговли на Binance, а сейчас этого нет. Да, спрос поддерживает ETF и такие компании, как MicroStrategy, но фьючерсный рынок по-прежнему в основном сосредоточен на Binance. И если объемы не вернутся, то биткоину будет трудно продолжить сильный рост. Аналитики при этом не говорят, что бычий рынок уже закончился. Проблема в том, что ликвидность падает. Если объемы восстановятся, то рост, конечно же, продолжится. Но пока это главный сигнал, за которым стоит следить. За прошлый месяц крупные холдеры биткоина продали монеты примерно на 12,7 миллиардов долларов. Это очень серьезное давление на цену. И по словам аналитиков, это показывает, что большие игроки не готовы рисковать в текущих условиях. По данным CryptoQuant за последние 30 дней резервы китов сократились больше, чем на 100 тысяч биткоинов. Это крупнейшая распродажа с июля 2022 года. В результате цена биткоина опустилась до 108 тысяч, а сама структура рынка выглядит очень слабой в краткосроке. 3 сентября продажи достигли пика. Только за неделю киты продали почти 95 тысяч биткоинов, а это максимум с 2021 года. Но есть и хорошая новость. К 6 сентября темпы распродаж заметно упали. Недельный отток снизился до 38 тысяч монет. На фоне этого биткоин уже несколько дней держится в диапазоне 110-111 тысяч. При этом не стоит забывать про институционалов. Пока киты продают, фонды и корпорации продолжают скупать биткоин, в том числе через ETF. Это
своего рода противовес, который не дает рынку провалиться глубже. Активность китов может сдержать краткосрочный рост, но в целом структура рынка остается устойчивой. В долгосрочной перспективе все выглядит еще спокойнее. Биткоин опустился всего на 13% ниже от своего максимума, который был пробит в августе. И это куда меньше, чем были откаты в прошлых циклах. Более того, годовая скользящая средняя уже близко к уровню $100 тысяч и продолжает расти. Так что да, киты пока давят на цену, но рынок активно продолжает поддерживать покупки от фондов, а также общий тренд. А значит, многое будет зависеть от того, кто же победит в этой перетяжке каната. Крупные киты, которые продают, или же фонды, которые продолжают накапливать. Я думаю, что фонды все же активизируются, поскольку биткоин торгуется на оптимальных уровнях для покупки. Кстати, о ключевых уровнях. Основная масса заявок на покупку находится в диапазоне 109,5-110 тысяч. Это ключевая поддержка, где трейдеры выставили больше всего лимитных ордеров. А вот сверху, примерно около уровня 113 тысяч, сформировался локальный кластер ликвидности. И он может стать ближайшим сопротивлением, которое будет мешать биткоину расти дальше. То есть на данный момент у нас четко выделяется два уровня. Поддержка в зоне 109,5-110 тысяч и сопротивление на уровне 113. Именно за пробой одного из этих уровней рынок будет цепляться в ближайшее время. Сейчас биткоин постепенно восстанавливается после последнего падения. Да, этот откат немного напугал инвесторов, но цена по-прежнему держалась выше ключевой поддержки, и глобальный восходящий тренд остается в силе. Однако история показывает, перед новым рывком на рекордные уровни биткоин часто делает шаг назад. По расчетам, сейчас это может быть снижение примерно на 8-9%. В данном случае важный уровень это $101 600, где проходит линия 38% по Фибоначчи. В прошлые разы именно от этой отметки начинались мощные восходящие движения. Если биткоин снова протестирует эту область, то такой откат может стать отличным топливом для нового сильного пампа и пробоя максимального уровня. Но при этом нужно учитывать и общую картину. Индикатор NVT, который показывает, насколько цена соответствует ончейн активности, сейчас падает. Это сигнал, что рынок не перегрет и вероятность обвала уменьшается. По сути, без глубокой коррекции сценарий прошлого может не повториться, как это было раньше. Но это не отменяет того, что фундаментальный биткоин продолжает готовиться к новой фазе роста. Просто для этого рынку может понадобиться время, чтобы, так сказать, перезагрузить импульс. Несмотря на локальные проблемы, с которыми может столкнуться биткоин в рамках этого месяца, у меня для вас есть три ключевых сигнала, указывающие на формирование активного восстановления цены биткоина уже в конце этого месяца. Поэтому давайте их подробно разберем. На протяжении всего этого цикла биткоин очень четко шел за глобальной ликвидностью. Чем больше денег в системе, тем активнее растут рискованные активы, и биткоин не исключение. Если смотреть статистику, то совпадение больше 90%, а это очень высокое значение для рынка. Прибавьте к этому временный лаг на 2 месяца, и получается почти идеальная модель. Каждый рост денежной массы приводил к росту биткоина, а каждый спад к его коррекции. Сейчас же мы видим странное расхождение. Ликвидность продолжает расти, а биткоин остановился в боковике после пробоя нового максимума. Такое случалось и раньше. Цена отставала от макроусловий, но потом быстро догонял тренд. Второй ключевой показатель – это стейблкоины. Чем больше печатают USDT или USDC, тем больше денег ждут, чтобы зайти в биткоин или альты. И тут корреляция еще выше, больше 95%. Каждый раз, когда предложение стейблкоинов резко увеличивалось, за этим следовал рост биткоина. Сейчас количество стейблкоинов на максимальных уровнях, а цена биткоина топчется на месте. История показывает, что такие расхождения недолгие. Рано или поздно капитал все равно перетекает в крипту. Вопрос только в том, когда. И третий индикатор звучит неожиданно, и это золото. На первый взгляд, связи с биткоином почти нет. Но если сместить данные на 10 недель, то корреляция становится выше уровня 92%. В этом цикле оба актива показывали синхронное движение. Вместе находили дно и вместе шли в рост. Сейчас золото уже несколько месяцев стоит в боковике, и биткоин это отражает, повторяя консолидацию. Но если золото пробьет сопротивление и продолжит обновлять новые максимумы, есть высокая вероятность того, что биткоин продолжит движение за ним. И вот что важно, все эти три индикатора вместе дают нам четкий прогноз на долгосрок. Глобальная ликвидность остается драйвером роста. Стейблкоины указывают на готовый капитал для захода в рынок, а вот золото намекает, что пока мы можем видеть боковое движение. Но если эти тренды сохранятся, то уже к четвертому кварталу биткоин может подготовить мощный рост. Здесь главное не паниковать и понимать, что базовые условия все еще работают на долгосрочный рост. Но, кстати, вы заметили, что сейчас эфир выглядит не так уверенно, как биткоин. Ведь на графике его цена показывает серию более низких максимумов, а также минимальных уровней, с тех пор, как в середине августа он пробил новый максимальный уровень, то есть рынок постепенно скатывается вниз. Ключевая зона сопротивления это 4500. Уже больше 10 дней эфир не может его пробить, потому что банально не хватает покупателей. Ончейн метрики показывают, споты в объем на биржах уходят в минус, то есть продавцов сейчас больше, чем покупателей. Это означает, что рост без притока новых денег вряд ли получится. Картина подтверждается и по ETF. На прошлой неделе из спотовых фондов на эфире ежедневно шел отток. Только за пятницу инвесторы вывели $447 миллионов, а за всю неделю 788 миллионов. И конечно же это усиливает давление на цену. Еще один момент – это падение открытого интереса. За последние недели он упал на 18%, с рекордных 70 миллиардов до 58. Обычно это сигнал о том, что трейдеры закрывают позиции и активность снижается. И прошлые тренды показывают, такие движения часто сопровождались падением цены, как это было летом, когда вместе со снижением открытого интереса эфир упал на 15%. Слабее стала и сеть. Доход холдеров от сжигания токенов сократился на 44%.
3%, а комиссии в сети упали примерно на 10%. И все это снижает привлекательность сети. Тем временем на графике формируется нисходящий треугольник, и это сигнал потенциального разворота вниз. Поддержка находится на уровне $4200. И если его цена закрепится ниже этого уровня, то следующая его цель может быть на уровне ниже 4000. Следовательно, итог такой. Эфиру нужны новые покупатели, иначе он рискует упасть ниже уровня $4000. Поэтому будем внимательно следить за возвращением притока капитала в эфир. Сейчас биткоин торгуется в диапазоне 107-115 тысяч. Это есть коридор консолидации. Когда его цена падала до уровня 108 тысяч и в прибыли оставались только 42% краткосрочных холдеров, это вызывало волну продаж в страхе. Но именно на таких сбросах рынок обычно очищается. После этого биткоин восстановился до уровня 112 тысяч, и уже больше 60% краткосрочных инвесторов снова вышли в плюс. Ключевые уровни сейчас следующие. Это 112,5 тысяч, важное сопротивление, при пробое которого шансы тестирования 115 тысяч очень сильно увеличатся. А вот закрепление высшей поддержки 114 тысяч вернет уверенность на рынок и сможет подтолкнуть биткоин к новому росту. Но учитывая историю, великая вероятность того, что в ближайшее время биткоин проведет в консолидации. Это значит, что мы можем увидеть движение вот в этом диапазоне, пока рынок будет переваривать новые экономические данные. И только после этого станет ясно, готов ли биткоин к следующему импульсу вверх. А решающее значение для движения биткоина в ближайшее время сыграет именно ИПЦ, а также ставка ФРС. Так что не стоит недооценивать эти отчеты, потому что вы сами видите, что происходит с биткоином и всем крипторынком, когда выходят подобные данные. Поэтому напоминаю, что вы их можете получать у нас в телеграм-канале, где есть вся последняя актуальная информация. Поэтому не забудьте подписаться, обязательно поддержите видео лайком, а в комментариях можете задавать интересующие вас вопросы. Вам желаю удачи и побольше прибыльных сделок. До скорых встреч!